Елена Маркес стояла перед стеклянной витриной студии и смотрела на чернильно-черное небо над Найроби. За стеклом палящее солнце, песок и аквамариновая ширь равнин. В Нью-Йорке, где залы освещались холодным светом телестудий, ведущие спорили о том, как защитить диких зверей на планете. И спор звучал так же громко, как и воли людей. Но здесь, на краю мира, на краю континента, Елена чувствовала другое. Пальцы дрожали не от волнения, а от того, что воздух здесь казался более плотным, насыщенным историей, которую нельзя стереть. Дрессировщик приводил гепарда. Великан с серебристой шкурой, глазами как лезвие, и тем не менее удивительно спокойный, как будто знал, что перед ним не обычный репортер, а человек, который может увидеть то, что скрыто от большинства. Гепард издавал редкий пронзительный звук, и этот сигнал, прозвучавший как имя, адресовал Елене. Звук, ледяной, резкий, пронзил ее внутренний барьер. Звуку следовал образ, лицо, голос. И в этот миг Елена услышала не только речь зверя, но и единственный ответ на вопрос, который ее давно мучил. Голос гепарда обернулся в ее же душе, и плащ профессионализма, который она носила долгое время, треснул. Глаза Елены мигнули. Она увидела не только зверя, но и имя, которое она давно прятала где-то внутри — Дума. Она выдохнула, и ее голос стал мягче, чужим, как если бы она произносила чужое имя в чужом мире. Это была не просто реакция на зверя. Это было знакомство с прошлым, которое еще не окончено. Елена приземлилась в Найроби, а затем в глубине саванны, где пыль витала как туман над каменной дорогой. Ее проводник, старейшина Масаи Самуэль, встретил ее взглядом, который рассказывал больше любых слов. Годы, в которых он видел, как исчезали стаи, как возвращались новые истории на землю, они шли через жару, через шум вечерних бдений, и каждый шаг приближал Елену к краю кризиса браконьерства, который опоясывал эту страну, словно злая сеть. Вокруг звуки ночной саванны, где каждый шорох мог быть голосом жизни, в которой она должна была участвовать. Доктор Амара Оканкво руководила приютом для диких животных, и ее имя само по себе звучало как обещание. Надежда, потому что каждый зверь здесь — это история, которую можно рассказать без боли для него. Елена снимала патрули, брала интервью, держась на профессиональной дистанции, но ее взгляд постоянно возвращался к тем местам, где человеческая рука могла спасать, а могла разрушать. Амара слушала внимательно, улыбалась тонко, и ее слова звучали как обещание, что она не даст забыть, не даст обанкротиться реальности. Патруль наткнулся на самку гепарда с тяжелой раной от ловушки. Ее губы были посиневшими, глаза там усталыми, но рядом лежало детеныш, маленькое существо, которое цеплялось за мать, словно за последний громко звучащий голос жизни. Гепарда обнимала его своим телом, и детеныш блистал словами без слов. Он шептал дорогой к матери, который в мире человека мог бы звучать как «вернись обратно». Они оба выглядели слишком ранеными, чтобы выжидать чуда. Доктор Амара пыталась спасти самку, но рана оказалась слишком глубокой. Жизнь уходила из нее медленно и горько. Детеныш издавал те же крики, звуки, которые звери произносят, когда их мира не хватает. Он звал мать, как будто звал и Елену. В этот момент Елена ощутила, как тяжелая тяжесть судьбы ложится на плечи. Она не просто наблюдает за историей, она становится ее частью. Елена не могла отвести взгляд
от малыша. Он был не просто детеныш. Он что-то попросил у нее, чем-то дал ей понять, что она может стать тем, кого он будет помнить. Амара, чье сердце было в ее груди, аккуратно использовала куртку Елены, чтобы отвлечь внимание детеныша, позволив изо дня в день продолжать спасение. Куртка стала как бы мостом между их мирами. Ткань была теплом, а прикосновение — обещанием, что забота не кончается, даже если мать ушла. Елена взяла малыша с собой в заповедник. Он обезвожен и истощен. Глаза пустые, будто вода уже позади. Ему нужно кормление из бутылочки, теплая вода для глотков, движение, которое может вернуть тела его к жизни. Ее руки держали его, и каждый раз, когда он сосал бутылочку, Елена чувствовала, как в ее собственных венах снова пузырится воля к жизни. Вот что значит быть матерью, даже если ты не мать вовсе. Елена стала добровольцем ночной смены. Она держала малыша на груди, чтобы он согрелся, чтобы он почувствовал, что мир еще не исчез, что тепло рук может держать его в этом мире. Ночь звучала, как тихие шаги зверей, как шепот ветра в траве, как дыхание маленького существа, которое учится жить. В эти минуты каждый ее нерв подсказывал одно — не отпускать. Елена дала малышу имя — Думар. Это имя, вписанное в его кости, стало словом, которое питало их связь. Задание Елены продлевалось еще на 6 недель не ради задач эфира, а ради того, чтобы Думар рос, учился пить молоко, ходить и бегать. Она думала, что, может быть, этот мальчик-друг станет чем-то большим, не просто зверем, а мостом между мирами. Елена выдумывала для директора новостей причины, чтобы остаться в Кении подольше. Нужна дополнительная 3-минутная часть о выздоровлении. И директор кивал. Думар быстро восстанавливался. Переход на мягкую пищу, потом умение ходить, потом бегать. Гепарды общались с семьей чириканьем и мурлыканьем, а не рыком. И эта новая модуляция поведения говорила о том, что Думар учится жить с людьми, а не против людей. В дикой природе детеныши остаются с матерью до 2 лет, но Думап, лишившийся матери в 6 недель, привязался к Елене. Она внезапно почувствовала, что стала матерью не одному зверю. Она стала хранителем жизни. Ее душа, которая всегда была похожа на дикторский стол, вдруг смягчилась и применилась к другому, более тонкому ритму природы, которая заповедана для каждого существа на планете. Звонок из Денвера разорвал тишину. Требование вернуться заставило Елену обдумать еще одну ночь. Она провела последнюю ночь с Думаром, рассказывая ему о своей жизни в мегаполисах и о людях, которых она не видела уже 5 лет. Она уходила до рассвета, не оглядываясь, потому что знала — путь домой, туда, где начинается новая жизнь. Полет занял 23 часа. Она вернулась в мир, где все еще было холодно. В буквальном смысле и в фигуральном квартира Елены казалась минималистичной, лишенной эмоций. Холод не был ледяной стеной. Он был подтверждением того, что мир продолжает двигаться, а ты пытаешься понять, как быть тем, кто может изменить мир, если не себя. Елена сама смонтировала сюжет о браконьерстве и охране природы. Сюжет получил региональную премию Эмми. И это не просто признание ее работы, а знак того, что ее голос, ее взгляд может найти отклик в широкой аудитории. Амара прислала ей письмо,
Думар стал послом в заповеднике, но не подходит для выпуска в дикую природу. Американцы вызывают у него тревогу, возможно, из-за воспоминаний. Мир продолжал менять свои правила, а Елена училась жить с этим. Дума стал ближе к работнице приюта Грейс. Он стал есть, расти и играть с другими гепардами. Елена получала фотографии Думы каждый месяц, и в каждом кадре была новая история. Как он подрос, как его повадки менялись, как он учился жить в мире, который не был его родным, но стал его домом. Елена продолжала видеть сны о Думе и чувствовать его присутствие, будто он дышал где-то рядом. Ее карьера стремительно развивалась. Повышение, путешествия, встреча людей и городов, которые боялись потери. Но никто не понимал ее чувств к Думе. Она не пыталась объяснить, она знала, что объяснение не меняет того, как сердце считает истинное. Елена получила повышение до главного международного корреспондента. Она подумала о возвращении в Кению, чтобы увидеть Думу. Но иногда мысли о возвращении превращались в страхи, как попросить личный проект, как спросить о разрешении увидеть зверя, который стал ее другом. Она знала одно – Думар не забудется, и если он будет волен, он позвонит из своего склада звуков. Она думала, что Дума мог забыть ее, ведь животные не держат воспоминания так же, как люди. Амара писала ей, что Думар стал послом, но невозможен для выпуска в дикую природу. Встречи с американцами тревожат его, возможно, потому что он чувствует чужие глаза в своей жизни. Но мысль о Думаре не уходила. Елена знала, она должна вернуться, даже если это будет позднее. Через 5 лет Елена вернулась в Кению, чтобы снять сериал о сохранении природы. Она организовала съемки в нескольких заповедниках, но избегала того, где живет Думар. Она знала, что этот путь не должен разрушать ни его доверие, ни ту полосу, которую они прошли вместе. Ее команда вернула ей смелость. Мир не теряет своих героев, если они умеют идти к ним осторожно. Елена продолжала снимать программы о защите носорогов в приютах для слонов и других инициативах. Каждую ночь она думала о заповеднике, где живет Думар. Глядя на экраны и камеры, она знала одно – ее миссия не закончится никогда, если она не найдет путь к тому, чтобы снова увидеть его, хотя бы на мгновение, чтобы понять, что произошло за все эти годы. Доктор Амара позвонила Елене и пригласила ее в заповедник. Она попросила Елену прийти одна, чтобы сохранить личную встречу с Думаром без лишних шумов и сюжета. Елена согласилась, ощущая, как в ее сердце снова возникает что-то знакомый трепет, волнение, смешанное с нежностью и тревогой. Елена увидела, что заповедник расширился. Северный вольер, новые ограждения, новые растения и камни, которые скрывали пути для зверей. Думар выглядел здоровым и довольным, но не реагировал на Елену, как будто не узнал ее. Однако глаза его искали. Взгляд, наконец, прошел через расстояние, и в нем проснулся момент воспоминания. Он не подавал признаков радости. Он просто смотрел и слушал, как мир, кажется, дышит рядом. Елена попробовала позвать Думара тем голосом, которым он запомнил ее. Чистым, легким, как ветер над саванной. Она произнесла имя, словно повторяя старый разговор. Думар кивнул в ответ, и уши его дрогнули. Он чувствовал ее приближение, и это ощущение тронуло Елену глубже, чем она ожидала. Думар подбежал к забору и начал издавать звуки, которые он произносил только для Елены. Это был не рычаг страха и не угроза. Это был язык доверия, язык памяти, который не знает границ. Елена поняла,
Он помнит ее, он ждет ее возвращения, он ждет того момента, когда они снова смогут увидеть друг друга лицом к лицу. Елена предложила Амаре использовать Думара в прямой трансляции. Это не было простой идеей, это было решение, насыщенное риском и чудом. Амара согласилась, потому что знала, если они хотят рассказать миру об истинной связи между человеком и дикой природой, этот момент должен быть реальным и живым. Они стали планировать возвращение к моменту узнавания в прямом эфире. Елена хотела, чтобы весь мир увидел, что связь между ней и Думаром реальна. Подготовка шла с небывалой скоростью. Студия в Найроби обретала новое дыхание, а мир Нью-Йорка ожидал начала трансляции, чтобы увидеть, как судьбы пересекаются. Буквально за ночь они превращали события в нечто большее, чем просто показ. Это было признанием того, что границы между людьми и зверями не должны быть непреодолимыми. Думар готовится к поездке в Найроби. Он насторожен и любопытен. Что это за птица железа, чей город под ногами стучит тяжелым шагом? Грейс предполагает, что Думар знает о присутствии Елены. Амара держит команду в секрете, не говорит, какое животное и какой звериный посол будет привезен. Но сердце каждого понимало важность момента. Елена занимает место за столом ведущего. Ее сердце колотится не из страха, а из трепета. Она снова на сцене, но теперь со зверем, которого она любит. Амара и Грейс приносят ящик с Думаром. Елена слышит его чириканье и узнает голос, как будто это голос дома. Амара подтверждает, это он, Думар. Маркус начинает эфир. Елена рассказывает о программах по защите дикой природы, о том, какие шаги необходимы для того, чтобы каждый уголок планеты стал чуть теплее для зверей. Амара объясняет важность образования, осведомленности и того, что животные – наши напоминания о том, что мир гораздо шире наших стен. И вот животное-посол должен был стать кульминацией. Грейс открывает дверцу ящика, и Думар появляется на сцене. Он стоит в нескольких метрах от Елены, поводок свободно висит в руке Грейс. Весь мир замирает на мгновение, и затем начинается шепот и шорох удивления. Чириканье Думара становится громче, настойчивее. Елена чувствует, как ее голос меняется и зигбается под знаком его имени. Она поворачивается и видит Думара. И мгновение узнавания возвращается, как волна, что смывает все сомнения. Думар ведет себя не как хищник, а как существо, зовущее свою семью. Его поведение ошеломляет присутствующих. Люди замирали, словно перед лицом необъяснимого чуда. Елена тихо шепчет его имя. И в этот момент зрители во всех уголках мира видят, как две судьбы нашли друг друга. Думар подбегает к Елене и прижимается к ее груди. Ее слезы текут по щеке, и ее голос теряет профессиональную сдержанность. Она держит его рядом, как мать, забывая о камере, о звуке и о словах. Мурлыканье Думара проникает в самую глубь зрителей, превращая эфир в живое сердце этого времени. Думар стал орфографически понятной историей. Он осиротел в возрасте 6 недель, его мать погибла в ловушке браконьеров. Елена ухаживала за ним 6 недель и стала его приемной матерью. Гепарды крепко привязываются к членам своей семьи и помнят их. Это знание прошло сквозь экран и стало частью каждого, кто смотрел. Амара показывает Елене детенышей Думара. Мать детенышей умерла. Им нужен круглосуточный уход.
Елена не может взять детенышей с собой, но может приходить часто, чтобы напомнить им о мире, где есть забота, и чтобы они знали, они не забыты и не одиноки. Елена решает перейти в африканское бюро и работать в Найроби. Она продает квартиру на Манхэттене и передает мебель в дар. Ее жизнь меняется ради сохранения связи с Думаром и его будущими детенышами. Она чувствует, как ее история теперь переплетается с будущим, которое она сможет строить на африканской земле. В первое утро в Кении Елена едет в заповедник. Думар ждет ее у забора, замурлыкал при виде нее. Детеныши узнают Елену по звуку шагов и голосу. История заканчивается семьей, где любовь преодолевает любые границы и где возвращение не прощается, а продолжает свое житье. Их путь – не просто путешествие между двумя частями планеты, но и путь между двумя мирами понимания, через сердца людей и зверей, через время, которое может растянуться до любого расстояния, и через доверие, которое не знает границ. Так начинается новая глава истории, где Дума и Думар не просто имена, а символы связи, связи, которая может изменить судьбы и мир вокруг.